Здравствуйте, мои дорогие девы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на первую половину месяца январь. Давайте же посмотрим, что вас ожидает в этот отрезок времени. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайк, оставить сообщение. Пожалуйста, будьте активны, пишите комментарии свои, может быть, свои впечатления об этом видео, насколько вам расклад подходит, насколько он с вами резонирует. Мне будет очень-очень приятно ответить также на ваши сообщения. Итак, давайте посмотрим, что же вас ожидает в период с 1 по 15 января. Расклад я делаю на Таро иллюминатов, выкладываю поочередно карты, и мы с вами разбираем каждую из них и составляем такую общую картину того, что у вас происходит соответственно. Итак, давайте посмотрим, что здесь у вас есть. Первая карта, карта девятка жезлов, так еще называемая карта раненый воин. Она зовется, то есть некоторые из вас, возможно, чувствуют себя несколько уставшими. Возможно, вы уже очень многое пережили. Возможно, здесь решилось, знаете, вам как будто остаться с последним небольшим делом. Как будто вы близки к завершению этого дела, хотите завершить что-то, довести начатое до конца, и вот в таком переломном моменте находитесь. Поэтому вам сейчас нельзя сдаваться ни в коем случае. По этой девятке жезлов вы настойчиво, напористо идете к своей цели. Соответственно, даже если вам вдруг хочется сдаться по пятерке мечей, то вы, тем не менее, несмотря на трудную победу, победите. То есть вы, тем не менее, идете к своей цели, занимаете властную позицию. Но это может быть власть или победа, и что бы это ни означало, но методы, которые вы используете, они могут быть не такими уж хорошими. Возможно, эта пятерка мечей показывает и символизирует победу любой ценой, когда вы готовы чуть ли не по головам идти, независимо от сопутствующего ущерба и, может быть, независимо от того, каков будет ущерб для окружающих, для отношений, может быть, с окружающими. То есть вы стремитесь к победе любой ценой, хотите быть на вершине, хотите получить то, чего вы желаете, к чему вы стремитесь. Поэтому нужно быть осторожнее с мотивами и осторожнее с вашими методами. Поэтому вот эта пятерка мечей, она всегда вызывает вопрос, а стоит ли таким методом достигать своих целей. Поэтому постарайтесь об этом подумать и понять, почему здесь именно такие карты выпали конкретно в вашей ситуации. Давайте посмотрим дальше. Дальше у вас девятка кубков. Она говорит о исполнении заветных желаний, возможно, о том, что вы, знаете, как будто бы можете себе позволить какую-то роскошь, какое-то ощущение благополучия такого, когда все кусочки пазлов складываются воедино в одну такую хорошую картинку, и вы испытываете эмоциональный, духовный какой-то подъем. Может быть, вы получаете то, чего вы хотите. Возможно, вам нравится то, что вы здесь, соответственно, получаете, что вы делаете. Но также здесь, как будто бы, знаете, здесь как будто может быть пресыщение едой или какими-то напитками, какими-то материальными благами. То есть это неплохая карта, она может говорить о исполнении заветных желаний, но тем не менее нужно как будто бы постараться осторожнее быть с чем, что может вам навредить. Или может быть даже какие-то чувства чересчур вас перегружают, и вы чувствуете себя измотанными, уставшими, может быть, даже физически уставшими. Как будто бы вы этого хотите, этих отношений, этих чувств, но когда их чересчур много, и вы в это все вкладываетесь, то вам может показаться, что вы как будто бы как на поле боя, да, как вы устали нравиться другим, вы устали показывать много эмоций, много радости, много какого-то такого настроения приподнятого, и вы можете чувствовать изнеможение из-за этого. Если вы ведете себя таким образом, подобным, может быть, в каких-то ваших отношениях любовных. Давайте посмотрим дальше. Ваша главная энергия — пятерка кубков, пятерка чаш. Возможно, это уже произошло или происходит в данный момент, но ваша главная энергия, основной фокус внимания — это пятерка кубков, которая показывает, что здесь как будто бы это как часть этой девятки жезлов, энергия, пятерка кубков. Она показывает, что вы как будто бы разбитые, может быть, немножечко некомфортно себя чувствуете, может быть, вы разочарованы тем, что произошло в прошлом, и вы
сожалеете о том, что случилось, может быть, извиняетесь перед кем-то за то, что могло случиться нехорошего, негативного. То есть пятерка кубков, она показывает еще позади хорошие кубки, которые не перевернуты, все еще полные, которые все еще вертикально стоят. Но здесь этот человек их не видит, он сосредоточен только на том, чего нет, то, что уже потерял, или на том, что, может быть, так, как будто бы его что-то разочаровало. Но вам нужно сконцентрироваться на том, что, возможно, вы не замечаете, обратить на это внимание, на то, что сейчас за вашей спиной, потому что у вас есть существующие возможности, которые вы можете упустить, и поэтому вам нужно сосредоточить свое внимание на этих возможностях, чтобы двигаться дальше в этом направлении и сосредотачивать свои усилия и намерения в этом направлении, а не смотреть назад, оглядываться на какие ошибки прошлого вы совершили, да, и как будто бы страдать по этому поводу, страдать о чем-то уже сделанном, что уже нельзя вернуть, как будто зацикливаться на прошлом и приковывать к каким-то прошлым обидам, прошлым каким-то неудачам. То есть вы зря можете потратить свое время или свои эмоции на это растратить и упустить вещи, которые действительно важны, те вещи, которым вы можете быть благодарны, которые следовало бы заметить, возможно, обратить на них внимание. Поэтому здесь вот пятерка кубков, она больше об этом, хотя да, она такая не самая позитивная карта, но она дает хорошую перспективу на будущее, показывает, что нужно уважать ошибки, уважать какие-то былые неудачи, делать из них выводы, выносить какой-то урок, какую-то пользу, собственно, но двигаться дальше. Потому что, извлекая уроки, вы можете уже не повторять этих ошибок в будущем, вы можете поступать правильнее, может быть, более выгодно для себя и двигаться именно в том направлении, которое вам опять-таки нужно. Хорошая карта, пятерка кубков. Семерка мечей, карта хитрости, карта обмана, карта предательства, может быть. Возможно, здесь речь о каком-то нечестном поступке. Опять-таки, как будто вы можете использовать методы не совсем честные в достижении своих целей. Либо сталкиваетесь с ситуацией, когда кто-то не совсем честен или не совсем искренен с вами. Может быть, таким образом пытается достичь какой-то своей цели, тоже используя вас или используя ваши добрые взгляды, намерения, может быть, в отношении этого человека. То есть здесь семерка мечей, собственно, да, она может говорить о какой-то хитрости и обмане, с которой вы здесь сталкиваетесь. Семерка мечей. В целом, семерка мечей. Никогда не нравилось мне такое сочетание, да, с пятеркой мечей, еще семерка мечей, пятерка мечей, победа любой ценой, независимо от последствий. Но я думаю, что здесь может быть их какой-то хороший момент, да, когда вы можете достичь чего-то, всего, чего хотите, используя какую-то ловкость, какую-то хитрость, какие-то такие методы, может быть, немножечко запрещенные, но таким образом себе помочь. Может быть, стратегию какую-то выстроить или мыслить нестандартно, не так, как другие люди, но не показывая своих дальнейших шагов, какую-то стратегию выстроить, чтобы достичь своей цели, того, что для вас важно. Да? Возможно, так. Поэтому здесь это семерка мечей в таком сочетании, да, с пятеркой мечей, с пятеркой кубков. Как будто бы сожаление о каких-то былых ошибках, поступках ваших. Может быть, даже вы сожалеете о том, что вы сделали, может быть, с кем-то нечестно поступили. Возможно, такое. Возможно, вы понимаете, что нельзя было использовать какие-то методы не совсем честные. И поэтому, да, такие карты здесь и выпали, да, какие-то неэтичные методы, может быть, которые вы использовали. А если вы действительно стремитесь уйти из ситуации, которая, по вашему мнению, вам не подходит, то, конечно, это ваше право. Все через это проходят. Но здесь также есть и довольно достойный способ это сделать. То есть уйти из ситуации, которая вам некомфортна, в которой вам нехорошо. И, собственно, да, как-то улучшить ситуацию вокруг себя, соответственно, этим уходом, каким-то таким ловким, хитрым уходом. Карта принцесса кубков или паж кубков она называется здесь. Она в целом показывает, да, может быть, общение с каким-нибудь водным знаком зодиака. Это раки, рыбы или скорпионы, возможно, в вашей жизни. Но также здесь этот паж кубков, он
может показывать, что ключевую роль будет играть для вас какая-то коммуникация, открытое общение, возможно, эмоциональное общение, готовность говорить о своих чувствах, готовность объяснять свою позицию, что вы чувствуете, почему вы чувствуете, так? Умеренность также и 8 кубков. Возможно, вы, если чувствуете усталость, вам нужно больше отдыхать. Если вы чувствуете перегруженность, нужно постараться найти баланс, какое-то равновесие в себе, чтобы прийти к душевному спокойствию. Поэтому карта умеренность. Возможно, здесь вы по карте умеренность, карта как будто бы показывающая, что вы не хотите впадать в крайности, когда вы учитесь находить баланс, равновесие, даже в каких-то очень таких ситуациях нестабильных, когда кто-то раскачивает лодку, а вы стараетесь здесь сохранить равновесие, не потерять равновесие, находить компромиссы в общении с окружающими, может быть, основываться на моральных принципах и какой-то этике, ценностях, когда вы принимаете решения все-таки, и адаптироваться, приспосабливаться, меняться по мере развития событий, не впадая в крайности. Но это вот 8 кубков, она показывает отказ от того, что вам больше не подходит, что-то, что вам больше не нравится, возможно. Она говорит о том, что здесь вы как будто знаете, чего вы хотите, собственно, и как этого достичь можно, но вы понимаете, что для этого нужно отпустить что-то, что у вас есть в жизни, оставить позади, да, и может быть это то, что не совсем вам подходит, и двигаться к чему-то такому же сомнительному, может быть не совсем четкому пока что, может быть вы боитесь каких-то форс-мажорных обстоятельств, как чего-то, что-то может пойти не так, но вы понимаете, что лучше будет шаг такой в неизвестное сделать, даже несмотря на вот эту всю неизвестность, которая впереди вас находится. Давайте посмотрим дальше. Карта 8 мечей еще тоже. Карта 8 мечей. Здесь, знаете, как будто бы у вас чувство усталости и уныния может присутствовать. Оно может заставить некоторых из вас, или уже заставило некоторых из вас предпринять определенные действия, которые, возможно, повлияют на других людей, может быть, причинят им какие-то разочарования, боль, может быть, для них это будет каким-то сюрпризом, неожиданным и таким не самым приятным. Здесь то, что вы делаете, собственно, да, и какие решения вы принимаете, которые влияют на этих самых других людей. То есть здесь больше о 5 жезлов, о какой-то борьбе, о каких-то спорах, конфликтах, которые у вас могут возникать, соответственно, в отношениях с окружающими людьми, в решении каких-то спорных вопросов, каких-то конфликтных, может быть, ситуаций, которые у вас возникают. То есть в целом такой не самый благоприятный, скажем, здесь расклад в плане того сочетания карт, которое мы видим с этими 5, которые повторяются здесь, которые показывают, что вы находитесь в ситуации, когда нужно постараться с 8 мечей, с этой 5 жезлов найти баланс даже в такой очень тяжелой ситуации, когда у вас есть много ограничений, много страха, внутренних каких-то переживаний, здесь какие-то накручивания себя присутствуют, может быть, чувство беспомощности или ощущение неспособности выбраться из сложившейся ситуации, потому что вы как в клетке, какой-то внутренний конфликт можете проживать, внешний конфликт, какие-то споры с окружающими, какие-то даже драки, не знаю, конфликты такие, то есть очень какие-то серьезные конфликты. Вы, вот как будто вы просто хотите сбежать от этого всего, оставить это все позади, найти в себе баланс, найти в себе гармонию, найти в себе какое-то равновесие, возможно, да, в этой ситуации, и постараться сохранить себя в том всем, что здесь происходит, соответственно. То есть вы здесь по-любому будете действовать, иногда это может проявляться, это ваше действие в желании оставить ситуацию какую-то негативную позади, просто уйти от этой ситуации, возможно. Давайте еще, может быть, что-то посмотрим. Но опять-таки, как карта выбора. Карта 6 мечей с картой выбора, с 6 пентаклей. То есть выбор, который вам предстоит сделать, возможно, вы здесь сосредоточены на чем-то негативном из прошлого, не замечаете хорошие возможности, но у вас этот выбор есть, он присутствует, эти какие-то дополнительные варианты, которые у вас имеются, и вам нужно этот выбор будет сделать. Этот выбор
вы, скорее всего, и сделаете, потому что есть 6 мечей как шанс на перемены, шанс на позитивные изменения и шанс как будто бы вырваться из этой ситуации. Для многих из вас это может говорить о взаимоотношениях, романтических или других, но довольно тесных взаимоотношениях. И в этих отношениях как будто бы есть своя история и чувствуется необходимость принять решение и убедиться, что ваши взгляды совпадают или что они все еще совпадают, чтобы принять наилучшее возможное решение, что для вас важнее всего, что для этого человека важнее всего, что для вас обоих важно вместе, и сходитесь ли вы в этих мнениях. Возможно, вам нужно быть как будто бы более открытыми к тому, чтобы отдавать и получать. Вот она, 6 пентаклей. Вам нужно быть более восприимчивыми к тому, чтобы принимать что-то от других людей, тоже отдавать и свои эмоции, может быть, и свое время, в конце концов, да, то есть тоже уметь жертвовать. И, говорить, если об романтических отношениях или отношениях в паре, то здесь может речь идти о том, что вы думаете, подходите ли вы друг к другу до сих пор. Действительно ли вы видите этого человека таким, какой он есть, или вы его идеализируете, не обманывают ли вас, не пытается ли человек казаться лучше, чем он есть. Ну и вы, соответственно, тоже в этих отношениях. Не стараетесь ли вы казаться лучше, чем вы есть. Может быть, вы чересчур здесь стараетесь любой ценой показать себя с лучшей стороны, просто от этого устаете, и вас такие отношения истощают. Опять-таки, зачем тогда такие отношения нужны? То есть отношения должны приносить радость, легкость и желание становиться лучше, да, а не какое-то вынужденное желание, как из-под палки. В любом случае, достаточно интересный расклад. Не знаю, какому количеству дев он подойдет, но пишите в ваших комментариях, насколько он вам близок, насколько он перекликается с тем, что происходит в вашей жизненной ситуации. Мне будет очень-очень приятно. Также не забывайте оставлять комментарии, оставлять лайки, оставлять сообщения под этим видео, подписываться или делиться со своими близкими, знакомыми этим видео, если вы считаете, что им такой расклад, возможно, подходит. Прощаюсь на этом с вами. Всем всего самого наилучшего. До скорого.